Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Базируемся в городе Измаил, это юг Украины и юг Одесской области. И сегодня у нас очень красивая тема. Тема посвящена цветам, а именно вот этим замечательным, прекрасным, великолепным, нежным, как их еще называть, они просто все самые лучшие слова, которые можно найти в русском языке, да, в любом языке. Это вот именно эустома, ирландская роза. Очень красивые цветы. У меня этот цветок один, и у него очень интересная история у этого цветочка. И сейчас я вам расскажу. Так, мои все таблеточки торфяные набрались водички, там еще немножко воды осталось, ничего страшного. Значит, буду сеять вот эту эустому, сапфир розовая дымка. Очень красивая, мне нравится. Эта эустома я уже сеяла. Ну вот, что я делаю. Эта эустома находится вот в таких маленьких колпачках, закрытых. Вот, я высыпаю сюда на отдельно. И вот уже одну семечку взяла. Ну, для того, чтобы они настолько мелкие, можно потерять. Мокрая должна быть, вот видите, мокрая спичечка. И несу по центру, выставляю. Еще. У меня 10 семян и 10 вот этих по центру. Вот. И не закрываю, их нельзя закрывать. Вот. Четко видно. И так вот каждую выставляю семечку в отдельную вот такую таблеточку. Ну что, излишки воды я все вытянула, лишней воды нету, все таблеточки хорошо намочены. Можно брать больше, у меня просто сейчас нету, больше шприц и быстрее вот этот процесс сделать. Так как сегодня знак стихии воды, естественно, воды меньше пошло. Иногда у меня 400 мл идет вот на 10 таблеток. В общем, надо это пробовать, делать. И каждая вот уже семечко у нас в каждой таблеточке находится. Вот, в каждом домике отдельно. Ну, а теперь остается накрыть. Почему хороша вот именно коробка от тортов. И каждое утро буду подходить. Все, видите, самое важное. Семена ничем не укрываются. Семена положены вот на земельку. Все, эустому нельзя укрывать, накрывать. Эустоме нужны вот такие хорошие условия. Тут еще и домик, влажность. Теперь температура, где будет находиться вот эта рассада у нас, температура у меня 22 градуса. И, в общем, сейчас отправляю туда и каждое утро буду наблюдать, давать воздух обязательно семенам для того, чтобы они росли. 9 февраля я увидела первые всходы. Вот они уже эустомы, маленькие-маленькие. И уже вышли в тепличку прогуляться. Здесь 27 сегодня днем. На улице у нас плюс 17. Вот такая жара установилась после холодных таких периодов. Пока где-то идет новый циклон холодный, мы вот набираемся сил. Вот они какие малыши наши, эустома. Всходы получились очень хорошие, дружные. И росли они хорошо. Ну а затем я их вынесла в теплицу. Это был холод. Ну и там оставила их на ночь. Конечно же, часть растений не выдержала, поздно вспомнила о них. Они просто за горшком были оставлены. И, естественно, им было холодно, часть погибла. Но вот несколько штучек осталось. Вот из них у меня остались несколько растений. Просто я ни фотографии, ни видео не делала. Просто отчаялась и решила, что ну, что будет, то будет. Высадила их в грунт, а потом в июне начались дожди. А там место, где были высажены вот эти цветочки, там были рядышком и хризантемы, и много застоя воды. Вода. И посмотрела, что они начинают желтеть. Тогда я взяла один вот этот кустик, который более-менее был хороший, вместе на штык лопаты выкопала с этой землей. Земля, смотрите, какая она, наша земля, суглинки, глина. Просто вот с этой землей
в этот горшок у меня был большой и установила вот этот цветочек. Он живет, я его забрала из этих дождей и у веранды здесь в затенении и подальше от дождей его оставила в этом горшке. И вот он уже у меня цветет. И цветет он где-то с середины июля, вот уже август месяц. И вот эти нежные цветочки я вот частично, уже когда отцветают, их обрезаю. Семена не буду собирать. А почему? Да потому что я приобрела уже новые семена. Смотрите, какой набор. Сейчас очень удобно покупать семена, они еще не дорогие, старая закупка, и очень удобно, можно себе спокойно закупить, сложить. Вот новые сорта, смотрите, махровые есть, вот такой махровый и этот махровый, очень красивые, вот розовый. Ну, конечно, такого нету, как этот, который у меня есть, но, по крайней мере, вот смотрите, какой набор. Буду еще ходить, может быть, и где-то еще что-то найду. А это фирменные семена, это американские семена. Видите, у них есть свое значение. АБЦ 2. Тут особая такая маркировка у этих эустом и этих цветочков. Естественно, здесь и много есть, и по разные упаковочки, но мне очень они нравятся, и почему я их решила все-таки на следующий год посеять, и уже больше посеять, и делать композиции. Год этот показал, что холодно, в июне еще холодно, и дальше будет эта тенденция продолжаться. И получается, что май-июнь цветут розы, а затем у меня цветут аж хризантемы. И получается, что розы, да, цветут, сейчас уже идет вторая волна. А вот этот период у меня цветов нету таких вот, есть разные цветочки, но мне хочется вот что-то такое особое. И я поняла, что их можно выращивать вот так, в горшках. Причем я собираюсь вот этот кустик обрезать после того, когда он закончит цветение. Я обрежу вот так где-то. И его на зиму хочу занести в дом, чтобы на следующий год у меня был очень красивый куст, большой куст. И тоже радовал пораньше своим цветением. И, естественно, уже буду заниматься, их будет много, буду заниматься серьезно этими растениями. Можно будет и высадить, тут большое количество у меня семян. Я уже знаю, как их выращивать. Главное теперь не потерять их и занести в теплое место, и не высаживать их. Ни в коем случае нельзя высаживать в июне месяце, когда идут дожди, и когда холодно, им надо тепло. Вот, в теплице, в горшки, потом можно будет с горшками вынести. И очень хорошо они еще и зимой сохраняются. У меня уже были эти цветы, я их выращивала, тогда не было камеры. И очень красиво получалось. И даже сохранились зимой после обрезки, рано весной они были подкормлены. И затем меня снова же радовали своим цветением. Увеличила только горшок и чуть-чуть земельки, подкормочки давала. Но этим цветам я, как и другим растениям, вот у нас в июне цвели тут возле веранды лилии, вы уже видели, все в горшках, потому что воды очень много, и очень много погибло в этом году цветов, и даже не показали свою красоту. Если бы я этот оставила, вот один единственный, который спасла, вот он и радует меня, а то, что было оставлено, все погибло. От холода, холодная почва, корневые гнили и много дождей. Эта тенденция, конечно, будет и продолжаться. Мини-ледниковый период никто не отменял, мы только входим в него. А вот выращивание в горшках, это будет очень хороший вариант. И самое главное, вот этот период, когда уже лилии, гладиолусы, все отцвело, а у меня здесь вот у дома красуется в горшке вот этот великолепный, буквально нежный такой, ну, очень красивый цветок, цветы, целый букет цветов, и радует всех, и все смотрят, что же такое это за цветочек у тебя. И, кстати, его надо обрабатывать, я упустила, не обработала против вредителей. Смотрите, здесь вот минирующая муха поработала.
Вот. Особых обработок против болезни я ничего не делала, а вот надо было пройтись, это сейчас я уже прошлась против, вот смотрите, что наделала эта муха, и нужно против вредителей, конечно, защищать, как и все растения. И вот этот букетик будет, естественно, радовать. Ну а с подкормок им обязательно, как и цветам другим, я подливала, раствор делала из, обязательно нужен калий и магний. Вот эти два компонента. Вначале фосфор-калий, когда обрабатывала все овощные растения, естественно, и попадала им немножко этому кустику. Вот это, что я упустила, и полив под корень делала, тоже своими органическими удобрениями, микроминералисами. И вот такая красота у нас цветет и радует. И очень, конечно, земля, не земля, это суглинки глина. Я думаю, что если бы была бы хорошая земля, то они бы и выше были, потому что заявлено, что они имеют высоту от 80 до 120 сантиметров. Так что просто чудесный цветочек. Благодарю тебя, цветок эустомы. Прекрасный цветочек, который радует нас цветами. И вот он будет еще цвести, думаю, смотрите, середины июля. Уже сегодня август, какой тут до середины августа, еще даже до 20-25 августа будет цветение. Здесь не сильно жарко, солнца пека нету. И вот возле дома очень хорошо находиться вот этому цветочку. Естественно, поливаем, еще можно подкормить и следить за этим цветком, чтобы в холод его нужно будет занести в дом. Чтобы у меня там как раз будет одно окно южное, можно его на окошке будет установить, срезать, и пусть он ждет уже весны, а затем снова будут новые побежки, и там просто-напросто уже больше будет, вот этот куст будет больше, надо больше вазон высаживать, и большой-большой получится букет такой очень красивый. Вот я сегодня вам рассказала и поделилась хорошей новостью. Мне удалось купить еще вот такие прекрасные семена уникальных цветов эустомы. И я собираюсь на следующий год серьезно вот это место, когда лилии заканчиваются и гладиолусы, и до хризантем нужно, чтобы у меня здесь место не пустовало. Очень хочу, чтобы эти цветы везде и всюду у меня были здесь у входа и радовали всех нас этим прекрасным своим цветением. Ну что ж, Раиса Горяченко, Александр Волик сегодня вам показали и рассказали, как мы сеяли эустому, и печальную историю поведали, как мы спасли все-таки одно растение из 10. Кстати, в таблетках все семена в схожесть стопроцентная получается, очень хорошая. Вот эта история посева, я специально вам показываю, снимала, показываю, чтобы тоже использовать, потому что если так на грунт, любой почвогрунт, это не тот эффект, а вот таблетки очень хорошо. Я уже часть сегодня закупила, вообще сейчас нужно все закупать, готовиться к зиме, цены уже при закупке новые, я сегодня разведала, поэтому покупаем то, что с прошлого года, качество семян хорошее. Смотрю, что семена до 24 года годны, так что мы их будем использовать и будем снова же выращивать вот эти красивые цветочки. Прощаемся с вами. Всего самого доброго. До новых встреч на нашем канале. Красоты вам! Красоты у ваших домов, в ваших домах и красоты вашей жизни.